5. Смотри, раз. Господи, Птушкин, все по монетку Пять учишься орел. подбрасывать. Слушай, во-первых, я научился, во-вторых, прикинь, у меня 10 раз подряд уже выпадает орел. И что, это мне потом жульничать собираешься? На 5 орел. Да нет. Давай монетку бросим прямо сейчас. Сейчас? Ну, мы над Боливией как раз пролетаем. Давай. Ну ладно, давай. Давай? Ну давай. Орел. Решка. Пристегните ремни, Боливия. Ну, Ну, что, волнуешься? Поздравляю. Решка. Антош, спасибо, что ты меня разбудил, обрадовал. С твоего разрешения я продолжу свой боярский сон. Спи давай. Высоко-высоко в горах лежит край индейцев, страна Боливия. Уикенд в Боливии – это по-настоящему головокружительное приключение. Здесь есть город в кратере вулкана. И самое соленое место на планете. Здесь по дорогам ходят колоритные индианки. А в пещерах подстерегают тысячелетние мумии с шикарным педикюром. Здесь есть колючие острова. И дома, похожие на индейские ковры. Ола, Боливия! Не прыгай, не... Каждый богатый путешественник просто обязан посетить уникальное место в Боливии – Солончак-Уюни. В прошлый раз Леся Никитюк уже была на Солончаке, но многое не успела вам показать. А здесь есть еще столько чудес, которые стоит увидеть. Остров кактусов, тысячелетние мумии, отели и соли. Хоть бы за 2 дня все успеть вам показать. Такое путешествие доступно только богачам. Перелет, аренда внедорожника, проживание, еда и экскурсии потянут $1000 на $2, не меньше. Слушай, еле из здания вышел аэропорта. Все мутит, голова кружится, ноги ватные. О, я в таких потеряшках. Аэропорт, в который мы прилетели, находится в горах на высоте более 4000 метров. Тошнит, голова раскалывается, в глазах все плывет, тело морозит. Все это первые симптомы горной болезни. Альтиметр показывает 4066 метров. Нужно срочно добираться в Ла-Пас, иначе здесь сдохну. На такой высоте воздуха почти в половину меньше, чем в Киеве. Тело просто в шоке от такого перепада. И местным вроде бы нормально, они даже улыбаются. Вот как они могут на такой высоте еще хоть нормально улыбаться и разговаривать? Я даже не помню, как залез в маршрутку. Чувство, будто ты 3 дня не спал, праздновал чью-то днюху на корабле, а потом еще 3 часа крутился в центрифуге. Прекрасное начало моих боливийских путешествий. Пока Антон страдал от горнячки, я успела прилететь на Солончак-Уюни. Это за мной? Ну какое путешествие по Боливии без индейской народной музыки? За $400 меня будет увеселять местный бард Вильям. Но хотя бы будет не скучно. А этот пыльный ленд-крузер – мой верный конь на ближайшие 2 дня.
Я никак не ожидала, что Боливия будет встречать таким самочувствием. Ноги становятся ватными, тебе становится тяжело дышать, у тебя начинает болеть голова, и она начинает кружиться. Это прям вообще такой дискомфорт. На въезде в Ла-Пас меня немного отпустило. Чуть полегче. Я хоть теперь могу начать рассматривать что-нибудь за окном. Казалось бы, ты спускаешься всего лишь на 500 метров ниже, но твое состояние, оно совершенно отличается. Тебе намного лучше. В Ла-Пасе первым делом нужно не знакомиться с городом, а запастись водой. На такой высоте реально сушит, как после похмелья. И это, в принципе, симптомы горной болезни. Поэтому врачи рекомендуют, во-первых, пить много воды, пить сладкую газировку. И очень важно принимать ацетилсалициловую кислоту. Постоянно. Аспирин, в общем. Чтобы разжижалась кровь и кислород передвигался по телу быстрее. Через пару дней организм привыкнет к высоте, и вы будете чувствовать себя бодрячком. Жаль, что через 2 дня я уже буду в другом городе. Вот он, Солончак Уюни. Величайшее творение природы. Кажется, что ты не в Америке, а где-нибудь в Антарктиде, посреди замерзшего океана. Или нет? Здесь ты как будто попал на тот свет и мчишься по небесам к вратам рая. Так слепит, все такое белое. Это все соль. Это просто чудо! Под моими ногами не земля, не камень, не песок, а слой соли толщиной 10 метров. Сейчас, конечно, в это крайне сложно поверить. Но, друзья, 40 тысяч лет назад на этом месте было огромное озеро. Потом оно высохло, и вот теперь это самый огромный в мире солончак. Удивительно, как природа может такое провернуть. 5 лет назад, когда здесь была Леся, Солончак был мокрый после сезона дождей и напоминал гигантское зеркало. А сейчас сухой сезон, и он покрылся вот такими шестиугольными сотами. Это первое чудо Солончака, которое я увидела. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему соль застывает именно в такой форме. Ой, да не все ли им равно? Главное, что в этом месте ты чувствуешь такую эйфорию, что хочется летать. It fell down when you went. You fueled my suffering. I'm used to forgiving, but now I answer you. I can't say any more ends. Ла-Пас построили не просто в горах, а в потухшем кратере вулкана. За свою жизнь он вырос из маленькой индейской деревни в миллионный мегаполис. Жители Ла-Паса любят строить дома из красного кирпича и не любят их штукатурить. Поэтому сверху город похож на склад кирпичного завода.
вот чего точно не ожидаешь увидеть в Ла-Пасе, так это высотных зданий. Потому что кажется, что город, который находится на 3600 метрах над уровнем моря, должен иметь 3-4-этажную панораму. Все. Только маленькие домики. А здесь, посмотрите, настоящие небоскребы, торговые центры. Такой мини-Нью-Йорк высоко в горах. Ну что вам сказать про Ла-Пас? Это уникальный город. Здесь сразу видно, что ты на другом краю земли. Куда ни поверни голову, одна экзотика. Не верите? Смотрите сами. Ла-Пас – настоящий индейский мегаполис. Везде индейские лица. И рисованные на стенах. Que tengas 16 años. И живые. Que no te vas a poner. Из племен Кечуа и Аймара. Даже президент у них чистокровный индеец. В Ла-Пасе ты днем с огнем не сыщешь супермаркет. Здесь все продают на улицах. Газировку, чипсы на развес. Местный президент Эво Моралес не любит все американское и даже хочет, чтобы все перешли с Кока-Колы на мокачинчу – традиционный компот из сушеных персиков. А еще в городе очень странные автобусные остановки. Не, ну я-то залез, но с ростом местных жителей это, честно, не остановка, это просто издевательство какое-то. Как сюда бабушка запрыгнет? Ну разве что она в школе батута училась. А дедушка Бубка с шестом прыгал. Тоже запрыгнет. Думали, что все странности Ла-Паса уже закончились? А нет. Ловите еще одну. Друзья, это никакой не светофор, это солнцемафор. Дело в том, что Ла-Пас находится очень высоко в горах, поэтому он гораздо ближе к Солнцу, и здесь гораздо меньше атмосферы, которая фильтрует ультрафиолетовые лучи. Поэтому этот солнцемафор показывает уровень ультрафиолетового излучения, которое сейчас есть в Ла-Пасе. В данный момент этот солнцемафор горит на красном. Это значит, что уровень высокий. Но это еще не все, это не предел. Есть опасный и экстремальный. И поверьте, экстремальный здесь зажигается. Не сладко, конечно, живется жителям Ла-Паса. А в солнечные дни вообще страшно подумать. Солончак Уюни необъятный, как целая страна. По размеру он больше, чем Кипр. Тут столько загадок и чудес, что 2 дней не хватит, чтобы все их увидеть. Но я попробую. А вот и чудо Солончака номер 2. Вильям, твой выход. Встречайте! Остров кактусов! Посреди мертвого Солончака не выживают ни звери, ни деревья, ни насекомые. А эти колючие товарищи, посмотрите, цветут и пахнут. Как они умудрились столько прожить среди пустыни? Все потому, что кактусы умеют собирать воду даже из утренних туманов. Каждый год кактус вырастает примерно на сантиметр, а здесь есть дылды высотой с 4-этажный дом. Получается, что вот этому здоровяку почти 1500 лет. Да это ж никакой подоконник не выдержит. А еще этот остров – единственная на Солончаке смотровая площадка, с которой открывается обзор на 360 градусов. Красиво, конечно, красиво! Дует! Нормально! Свежо зато! Знаете, чем хорош Ла-Пас? Тем, что тут есть экстремальный аттракцион, который можно позволить себе даже со $100 в кармане. Это Urban Rush. О, мамочка. Ё-моё, я пошел, ребят. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, вы чё, вы с ума сошли? Urban Rush — это головокружительный спуск по стене 17-этажки в стиле Спайдермена.
А в конце свободное падение с высоты 6 этажей. Можно я не буду так делать, пожалуйста? Да Человек-паук какой-то. Фу. Ты видел, как он это сделал? Он реально летел, он отлетел просто, что за это? От страха ноги подкашиваются. Хочется развернуться и уйти. Но вот я как подумаю, что Настя из башни прыгала и в горное ущелье. Да что ж я, не мужик, что ли? Фишка Urban Rush в том, что здесь есть куча костюмов, в которые ты можешь спускаться. Здесь есть все, от Спайдермена до Деда Мороза, и даже есть ангелочек с крыльями. Ну, мне не хотелось бы одевать ангелочек с крыльями, потому что я все-таки надеюсь еще пожить какое-то время после этого прыжка. Итак, коллекция Urban Rush 2018. Саша, я не буду спускаться в костюме бекона. Я не ем свинину, ты же это знаешь. Даже не заикайся. Джокер. Я выбрал образ Джокера. У него нет суперспособностей, зато он наглый и уверенный в себе. А это мне сейчас точно не помешает. Мне всегда нравится, что на таких аттракционах всегда одевают шлемы. Типа, ну зачем, чувак? Если ты упадешь, тебе этот шлем не поможет. Он такой спиртовой, мне бы сейчас его внутрь, конечно. Как же высоко! Слушайте, я реально на стене сейчас. Ребята, здесь жутко страшно. Жутко, просто жутчайше. Такой жим-жим идет. Ивлеева, все ради тебя. Здесь, прямо здесь хочется сказать, стоя на высоте 30 метров, хочется сказать: Орел и Решка, я так люблю тебя. Продюсеры программы, низкий вам поклон. Низкий. О! Спускаясь по стене, я и забыл, что в конце меня ждет свободное падение. Меня подбивают на прыжок. Окей. Ребята, это было так стрёмно. Америка. Иди сюда, оператор, иди сюда. Ты, чувак, ты, всем обнимашки, всем. Я жив! Ё-моё! Я думаю, что это страшнее, чем банджи-джампинг, потому что в банджи ты делаешь только один шаг, и дальше ты не контролируешь ситуацию. А здесь ты должен, самое страшное, развернуться на 90 градусов, когда ты видишь внизу все, что происходит, то есть всю эту высоту. И потом начать двигаться, и это самое стрёмное. Но я рад, что это сделал. Это было стрёмно, но сейчас, когда я стою на земле, оно того стоило. Там вверху я бы такого не сказал. Уильям завел свою тоскливую мелодию. А значит, мы приехали на еще одно чудо Солончака – пещеру с мумиями. Ну вот она, та самая пещера, друзья. Воу. Это самое жуткое место на Солончаке.
Пещера Кокеса. Со всех сторон тут на тебя смотрят страшные мумии. Это останки индейцев, 3 взрослых и 2 детей. Их рты раскрыты, будто бы они кричали от боли. Прям реально целая семья. И что интересно, они все в позе зародыша. Первая загадка – как мумии здесь оказались? Есть такая версия. Индейцы общины Кокеса верят, что вулкан Тунупа – это богиня-великанша, а 2 ее склона – это ноги. Считается, что если похоронить людей у нее между ног, это принесет земле плодородие и хороший урожай. Что сказать? Логика железная. Вторая загадка. Почему останки индейцев за 1500 лет не рассыпались в пыль? Осталась одежда, кости обтянуты кожей, а у некоторых даже виден педикюр. Это просто еще одно чудо Солончака. Когда этих людей похоронили, соль вытянула из их плоти всю влагу, и тела просто высохли, как таранки. Вообще, друзья, боливийцы народ очень суеверный. И вот даже здесь установили небольшой участок, куда приносят листья коки, сигареты, деньги, какие-то алкогольные напитки. Ну, скажем так, делают какие-то подношения духам. Кто знает, может, это и работает. Я вообще в эту всю историю с духами не верю, но мне почему-то хочется оставить какое-то тоже подношение. Ла-Пас – город не туристический, поэтому разнообразия хостелов и отелей здесь нет. Так что бери, что дают. Вот он. Хостел 3600. Я в нем не был, выбрал исключительно из-за названия. Ну вы поняли, 3600 – это высота, на которой находится хостел. Похоже на лобби какого-то отеля недорогого. Тут хостелом и не пахнет, в принципе. Ночевка стоит $15. В эту сумму входит бесплатный завтрак, сосед, похожий на Павла Зеброва, и 3-этажная кровать. Сейчас, подождите, сейчас будет смертельный номер. На Солончаке у Юни даже отель – это еще одно чудо. Сейчас Вильям сыграет свою мелодию, и я вам все расскажу. С ума сойти, ребята! Я такого никогда в жизни не видела. Отель Де Сал Луна Салада удивительный. Его стены сделаны из соляных кирпичей, которые склеены специальной соляной кашей. Соль на потолке, соль на полу. Это правда соль. Здрасте. Ничего личного, просто очень любопытно. Я первый раз такое вижу. Значит, что мне нужно? Мне нужен самый топовый номер, который есть в вашей соляной гостинице. Топчик, номер 1. Пушка, огонь. Окей? Окей. Такое впечатление, что меня забросили в огромную солонку. Только посмотрите, с каким вкусом здесь все выполнено, в какой-то всей, вот в одной стилистике, чего-то такого древнего, первобытного. Я думаю, вряд ли вы где-то такое еще увидите. Ой, слава богу, ребята. Я уже переживала, что в номерах тоже такие соляные полы. Хотя они, конечно, здесь кусочками присутствуют. Но, слава богу, я хожу по твердой земле. Слушайте, ну все очень миленько, так светло. Вид какой. Ну, наконец-то, ни одного небоскреба и здания. Есть простор для фантазии. Обалдеть, ребят, вы понимаете, что тут абсолютно все из соли, не только пол. Диван,
Посмотрите, тут только подушки настелены. Все, буквально все из соли. Кровать. Тут только сверху матрас. С ума сойти, стол. Стены, пол, я не знаю. Даже полка какая-то. Просто обалдеть. Что ж, на вечер закажу текилу и лайм. Соли у меня более чем предостаточно. Блин, тут тоже все из соли. Господи помилуй. Местные рассказали, что есть чудо-средство, которое помогает при горной болезни. Суп кальдо де кардан. Готовят его в каждой забегаловке. You have a soup? Sopa. Sopa. It's for me? Gracias. А вот и мой супец кальдо де кардан. Говорят, этот суп не только спасает от горняшки, но и повышает потенцию. Супер! Одним выстрелом, как говорится, 2 зайцев. Такой наваристый супец. Здесь несколько видов мяса, курица, говядина, еще какое-то мясо. Огромное вареное яйцо и всякие разные местные травки. Такой довольно странный вкус, на самом деле. Я думаю, что это из-за разных типов мяса здесь. Они как-то вместе не сильно сочетаются. Это не хрящ, это прямо кусок какого-то жирного мяса. Даже мясом здесь не пахнет. Ну, похож на хрящ визуально, но по вкусу реально как кусок жира. Мерзость какая-то, фу. Интересно, что это такое? El muslo del toro. El mundo... Ya sabes, el muslo. El muslo. Не понял. Бык? Toro. Muslo. Булло? La parte del toro. Like Caldo. here? Я сейчас умру. Что, пипирку бы еще съел, что ли? Это был бычий член. Как я жить с этим теперь буду? Как мне теперь с этим жить? Знаете, вот есть моменты, когда ты не хочешь быть ведущим «Орла и решки». Подожди, Санечка, посмотри на меня. Сань, мы с тобой всегда вместе. «Осьминога» ели вместе. С Urban Russia тоже вместе спускались. Братан, мне нужна твоя поддержка, пожалуйста. Я не хочу быть одним единственным в «Орле и решке», который пробовал эту дрянь. Я тебя прошу, братан, чуть-чуть, маленький кусочек за меня. Я вот, ну ты же знаешь, мы команда. Сань. Ну давай. Ну, маленький кусочек, Санечка. Ну чего ты? Братан, Это должна была есть Ивлеева, а не я. Это нечестно. Антоха, есть бычьи прибамбасы не царское дело. И я буду наслаждаться изысканной кухней посреди соляных просторов. Друзья, среди всего этого изобилия блюд главным, конечно же, на моем столе является лама. Да, вы не ослышались, именно она. Почему лама, наверное, спросите вы? Ну, потому что это единственное животное, которое выживает вот в таких условиях. Лама – это национальное животное Боливии. Но местных это не останавливает. Тут едят ее в каждом доме. Здесь мне приготовили ламу на стейк прожарки медиум. Мясо ламы жестковато. В нем почти нет жира, зато есть большое количество протеина. Так что есть его не столько вкусно, сколько полезно. Удивительно мясо ламы. Но, друзья, по вкусу действительно очень напоминает стандартную говядину, просто хорошо приготовленную.
Поэтому, к сожалению, и для себя, и для вас Америку у меня открыть не получилось. В Ла-Пасе, если дожил до вечера, чувствуешь себя супергероем. Хочется только одного. Крепкого сна на высоте 3600... нет, подождите, тут же у меня еще плюс 2 метра. Да. На высоте 3602 метра над уровнем моря. Саша, твое место возле душа. Друзья, желаю вам сладких снов. Хотя... Пусть будет просто спокойной ночи. Как хорошо. Доброе утро, Настя. Богатая Настя. Утром я решил отправиться в город Эль-Альто. Он находится всего в 12 километрах от Ла-Паса. Добраться туда можно на общественном транспорте. Немного городов на планете могут похвастаться таким ландшафтом, как Ла-Пас. И это, на самом деле, порождает некоторые проблемы в сфере общественного транспорта. Большие пробки, метро копать очень глубоко, поэтому находчивые боливийцы решили построить метро над землей. Эта штука называется телеферико. И на самом деле это не просто канатная дорога, это настоящая сеть общественного транспорта, которая на нынешний момент имеет 6 веток, а планируется около 20. Телеферико возит пассажиров не только по городу, как у нас трамвай или метро. На нем каждый желающий может добраться даже в соседние города. Билеты на телеферико, как лотерейные, стоят каждый по 3 боливьяна. Всего 6. В этом году Ми-телеферика попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная канатная дорога в мире. Ее протяженность 30 километров. Просто чудо какое-то. Очень прикольно, что местные жители как минимум дважды в день, когда добираются на работу и с работы, видят эту красоту, а не скучные тоннели метро, как видим мы. Друзья, я вот вместо завтрака решила спрятать для вас заветный клад. Поэтому, если вас каким-то ветром занесет в Боливию, а именно в июне, вы знаете, где вас будет ждать маленькая приятность. Итак, заветные, хрустящие $100 отправляются в бутылку. Так. Ловите координаты нового чуда-солончака Уюни. Станьте лицом к отелю «Де Сал Луна Салада». Отсчитайте 6-е окно справа. Напротив него в камнях и спрятана наша чудотворная бутылка. Ой, так резко встала аж. Ей-богу, либо кислородные баллоны, либо вообще сюда лететь не надо. Первый раз в жизни я приехал из одного города в другой на канатной дороге. Такое возможно только в Боливии. Ну, здравствуй, Эль-Альто! Какой-то немного даже сюрреалистичный пейзаж, потому что, с одной стороны, подъемники, которые ты привык видеть только на горнолыжных курортах, а с другой стороны, равнина и довольно уродские кирпичные домики. Все.
Эль-Альто прославился на всю Боливию своей крышесносной архитектурой. Тут полно чолетцев, домов, дизайну которых позавидовал бы любой цыганский барон. Здания яркие, пестрые, похожие то ли на индийские ковры, то ли на какие-то игровые автоматы. Все это плод фантазии местного Гауди, архитектора-самоучки Фредди Мамани. По национальности он индеец, поэтому и решил строить дома по традиционным мотивам своего народа. Чолетцы строят себе богатые индейцы Аймара. На первом этаже открывают магазин, на втором – зал для торжеств, на третьем – склад, а живут на четвертом. Видите, вон балкончик. Местные очень любят праздники, поэтому, если услышал музыку, не стесняйся, заходи. Когда на Солончаке уже не осталось чудес, можно самому стать этим чудом и запилить нереальные фотографии без граммулечки фотошопа. Сфоткал? Ну а что еще делать на Солончаке? Оля. Сегодня здесь отмечают выпускной девушки, которая на днях закончила университет. Внутри дорого-богато. Огромнейший зал с дорогущей люстрой. Каскад из тортов. Фонтан из лимонада. Да у нас так свадьбы не гуляют, как здесь выпускной для одного человека. Правда, столы у местных ломятся не от еды, как у нас, а от пива. Этот напиток здесь пьют литрами, поэтому входной билет на праздник – ящик пенного. Купить его можно, не отходя от кассы, на первом этаже в магазине. Ну вот, хотите верьте, хотите нет. Но вот это вот мой флаер на вечеринку. На входе сразу же нужно выпить за здоровье виновника торжества. Прежде чем сделать глоток, Gracias. напитком нужно угостить мать-землю, то есть вылить немножко на пол. За вас, дорогие, за вас, чтобы все у вас было хорошо. Дальше ты должен посыпать хозяев искусственным снегом, желая им долгих лет жизни. Ay, gracias. Muchas gracias. А что теперь? Ага. Вот к столу, да? Ага, я понял, спасибо. La pista, los comandos y compadres. В ящике теперь только Por половина favor, пива. al centro de la pista, sacamos los pañuelitos. После всех церемоний начинаются шумные гуляния и танцы до упаду. Uy, mira el papá, caramba, capísimo. Moviendo los sombritos de la pareja, vamos. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, muy bien. На второй день путешествий по Уюни я узнала о еще одном чуде Солончака. Оказывается, он содержит в себе самые большие в мире запасы металла лития. Литий – это золото 21 века. Он нужен для всех аккумуляторов, от смартфонов до электромобилей Тесла. И его запасов в Солончаке на 1 триллион долларов. Уже сейчас Солончак перекапывают, добывая литий. И кто знает, может, в 20-м сезоне перезагрузки какая-то другая Настя покажет вам Боливию, которая будет выглядеть круче Арабских Эмиратов. Но она точно не сможет показать вам такой Солончак, прекрасный,
и первобытный. Самый главный символ Боливии – это вот эти вот странные тетушки в котелках, как у Чарли Чаплина. Их здесь называют чолиты. У чолит за спиной мешок агуайо, накидка манта. Абсолютно бесформенные женщины без талии, как самоварные куклы, а из-под 10 подъюбников выглядывают коротенькие ножки. В Эль-Альто есть очень необычное шоу с участием чолит – «Бои без правил». Плакат обещает, что шоу будет уникальным и увлекательным. И 3 восклицательных знака. You fighting? Like fighting? Hey, it's me, not camera, me. You fighting? Like this? Okay. Что приятно, в стоимость билета входит попкорн, обратный билет в Ла-Пас и 2 туалета бесплатных. На бои Чолитос собралось много людей. И туристы, и местные. Ну, заинтриговали, а? На разогреве мужики, а Чолитос – это гвоздь программы. Когда на ринг вышли чолиты, публика оживилась и еще интенсивнее начала жевать попкорн. Знаете, что это, когда они кувыркаются и юбки вот эти вот пышные, просто в разные стороны? Не нужно быть профи, чтобы понять, что чолиты дерутся не взаправду. И все это просто шутовское представление. Что происходит? Они, конечно, рубятся понарошку, но иногда, когда ты смотришь, по щам получают так смачно, что кажется, что все это на самом деле всерьез. Не прыгай, не... В общем, бои Чолитос – это что-то среднее между боями без правил, пьяной дракой на свадьбе и клоунадой. Бардак полный, но оторваться невозможно. Да, этот момент настал. Поэтому включите, пожалуйста, сейчас торжественную музычку. Ну нет уже, ребят, ну ничего, ну нормальную торжественную музыку. Вот это хорошо. Друзья, перезагрузку Солончака объявляю закрытой. Аплодисменты тоже там ставьте. Навряд ли кто-то будет хлопать у экранов телевизоров. А вообще это знаменательный момент, потому что первый раз в перезагрузке ведущий где-то ставит флаг. Хоть на дворе 21 век, в Боливии чувствуешь себя первооткрывателем. Ну где еще среди небоскребов ходят пестро разодетые индейцы? You fighting? Like this? Okay. Где еще можно добраться в другой город по воздуху? Какой-то немного даже сюрреалистичный пейзаж. Здесь все другое. Первобытные места. Там реально целая семья. И первобытные обычаи. Другая еда. Как я жить с этим теперь буду? Вода. Здесь даже солнце светит иначе. Не сладко, конечно, живется жителям Ла-Паса. Ты только сюда доберись, а там уже не важно, со $100 ты или с золотой картой. Сфоткал? Тебя ждет такой концентрат необычностей, что воспоминаний хватит на всю жизнь. Это правда соль. Саша, я не буду спускаться в костюме бекона. Дует! Нормально! Свежо зато! Даже не заикайся.
Перезагрузку Солончака объявляю закрытой. Стой на высоте 30 метров, хочется сказать. Орел и решка, я так люблю тебя. Знаете, вот есть моменты, когда ты не хочешь быть ведущим «Орла и решки». Это не этот момент, но такие моменты бывают. Ну, привет, Антош. Привет. Привет, дорогая. Как ты, как у тебя голова не болит на такой Болит высоте? нереально раскалывается у тебя. Слушай, вообще просто это невозможно. Болит просто так, что глаза не сомкнуть. И знаешь, что я, Антон, поняла? Вот что самое главное в мире – это не богатство, это не какие-то красоты, и даже не бриллианты, Антон. Это знаешь что? Что? Кислород. Просто кислород, Как я тебя Антон. понимаю. Слушай, у меня есть предложение. А полетели-ка в место, Фу, богатое кислородом, а? полетели бы уже поскорее, Антош. Куда-нибудь. Пожалуйста. Друзья, увидимся с вами в следующем городе. Обогащенным кислородом. Это невозможно. Слушай, я Слушай, иду ты и загорела? прям... Какой, Антош, Ну, я правда. еле выжила, мне кажется, за эти 3 дня. Просто, а ты знаешь, еще там от Солончака такой, он же белый. Там Белый. все соль.